Дикий кот Манул– это хищный представитель малых кошек из семейства кошачьих. Манул– интересное и необычное животное. Кот Манул умен, осторожен и скрытен. Животное Манул также называется паласов кот. В этой статье вы найдете описание Манула и его фото, а также сможете узнать много интересного об удивительном животном с загадочным названием Манул. Описание Манула можно начать с его внешности. Манул выглядит похожим на обычную кошку, только более крупную и пушистую. Размеры манула составляют от 50 до 65 сантиметров при длине хвоста до 30 сантиметров. Весит манул от 2 до 5 килограмм. От обычной кошки дикий кот манул отличается более массивным телом, короткими крепкими лапами и очень густой шерстью. Кстати, шерсть манула может достигать длины в 7 сантиметров. Кот Манул имеет самый пушистый и густой мех среди кошачьих. В описании Манула следует отметить довольно сердитый внешний вид этого кота, что делает его весьма запоминающимся. Манул выглядит суровым за счет своеобразных бакенбард на щеках, которые образованы пучками длинных волос. Животное Манул имеет широкую уплощенную голову и маленькие широко расставленные уши округлой формы. Глаза у Манула очень выразительные и имеют желтый цвет. Удивительно, но зрачки глаз у этих котов, в отличие от зрачков домашней кошки, не сужаются при ярком свете, а остаются круглыми. Дикий Манул обладает длинным пушистым хвостом с закругленным кончиком. Окрас Манула комбинированный и представлен цветовой гаммой светло-серого и желтовато-коричневого цветов. Манул выглядит необычно. Так как кончики волос его шерсти окрашены в белый цвет, кажется, будто мех манула припорошило снегом или он покрыт изморозью. Задняя часть туловища и хвост имеют узкие поперечные полосы темного цвета. От углов глаз и по бокам морды тянутся полосы черного цвета, а на лбу имеются крапинки темного цвета. Нижняя часть тела животного имеет бурый цвет с белым налетом. Кончик хвоста окрашен в черный цвет. Кот Манул обладает острыми зубами и когтями. Животное Манул имеет весьма специфичную внешность. Предполагают, что этот кот имеет родство с персидскими кошками. Дикий кот Манул был обнаружен немецким ученым Петером Паласом, который в XVIII веке проводил исследования на побережье Каспийского моря. Именно в его честь Манул получил название Паласов кот. Манул обитает в Центральной и Средней Азии. Ареал обитания Манула охватывает территории от Южного Закавказья и Западного Ирана до Забайкалья, Монголии и северо-западного Китая. В зависимости от территориальной принадлежности манулы имеют небольшие отличия в окраске и размерах. На территории России манул обитает в нескольких участках – Восточном, Забайкальском и Тувино-Алтайском. На этих участках манул распространен в степной и лесостепной зонах. Всего выделяют три подвида манулов – обычный, среднеазиатский и тибетский. Первый подвид имеет типичный окрас и обитает этот манул в Монголии и Западном Китае. Второй подвид манула живет в Пакистане, Казахстане, Узбекистане, Афганистане, Туркмении, Иране, Киргизии и Афганистане. Для него характерен рыжеватый окрас с четкими полосами красноватого оттенка. Третий подвид манула обитает в Тибете, Непале и Кашмире. Этот подвид обладает шерстью серого цвета с выраженными полосами темного цвета. Зимой окрас тибетского манула становится серебристым. Манул живет в достаточно суровых климатических условиях, с низкими температурами и резкой сменной погоды. Животное манул предпочитает невысокие снежные покровы, так как короткие лапы не позволяют ему передвигаться по глубокому снегу. Поэтому дикий кот манул наиболее многочислен в малоснежных районах. Манул живет в степях и полупустынных участках гор, выбирая места с зарослями кустарников, наличием каменных россыпей и скальных трещин.
В горах кот манул поднимается до 3-4 километров над уровнем моря. В низинах и лесном поясе он встречается редко. Манул живет оседло и в одиночестве, обычно проявляя активность в сумерках и рано утром. В дневное время он спит, прячась в укрытии. Убежище дикий манул обустраивает под камнями, в старых норах сурков, лисиц и барсуков, а также в небольших пещерах и расщелинах скал. Животное манул — территориальный хищник, который ревностно оберегает свою территорию и не любит гостей, поэтому изгоняет любого нежеланного посетителя. Окрас манула служит этому дикому коту своеобразным камуфляжем, который помогает ему в охоте и позволяет оставаться незамеченным для добычи. Однако кот манул является одним из самых неповоротливых и медлительных представителей семейства кошачьих. Но отменное зрение и слух позволяют ему быть искусным ловцом. Манул питается различными мышевидными грызунами и пищухами. Изредка манул питается зайцами, птицами, сусликами и сурками. Манул ловит свою добычу хитростью. Он дожидается ее у норы или караулит жертву, притаившись у камней, после чего нападает, совершая резкий бросок. Этот дикий кот очень осторожен на охоте. Манул не способен быстро бегать, поэтому погоня за добычей — не его конек. Летом манул питается различными крупными насекомыми в случае дефицита грызунов. Несмотря на суровый внешний вид, манул не агрессивен. Врагов у манула практически нет, лишь волки и крупные хищные птицы представляют опасность для этого дикого кота. Животное манул не из тех, кто спешит учинять разборки и дать отпор врагу. Этот кот старается ретироваться бегством и залечь в укрытие. Но когда манула застали врасплох и отходных путей в убежище нет, тогда он начинает грозно фыркать и обнажает свои острые зубы. Размножение у манула происходит один раз в год, и способность к этому у них появляется в возрасте 10 месяцев. Брачный сезон приходится на февраль-март. В случае конкуренции право на самку достается самому сильному из самцов. Беременность манула длится примерно 2 месяца. За это время самка обустраивает логово. Котята манула появляются на свет в апреле-мае. Обычно рождается от 2 до 6 котят манула. Самец не принимает участия в воспитании малышей. Котенок манула имеет длину около 12 километров и весит до 300 килограмм. Детеныши манула появляются на свет незрячими и абсолютно беспомощными. Малыши начинают видеть на 10-12 день, самка кормит детенышей молоком и заботится о них. Примерно в 3-4 месяца они впервые выйдут на охоту. Котята манула быстро растут и к 6-8 месяцам достигают взрослых размеров. Живет манул в среднем 11-12 лет. Сегодня манул — редкое животное, и его численность стремительно сокращается. Манул занесен в Красную книгу. За последние десятилетия в некоторых местах дикий кот манул был практически истреблен и теперь находится на грани исчезновения. Точное число манулов остается неизвестным из-за большой территориальной разрозненности обитания и скрытного образа жизни манула. В начале 2000-х годов эксперты оценили численность манулов. По их подсчетам число составило примерно 3500 особей. Места обитания манула практически не подвергаются воздействию человека. В Красной книге манул оказался из-за браконьерской охоты на него ради меха. Также на численность манула оказывают влияние беспривязное содержание собак, массовое использование капканов и различных ловушек для отлова зайцев и лисиц. Кроме вышеуказанных причин, манул находится в Красной книге в связи с уменьшением кормовой базы, так как численность грызунов, которыми питается манул, значительно упала. Немало грызунов уничтожают филины и волки, к тому же молодые особи часто умирают от различных заболеваний. На численность манула также влияют погодные условия.
В многоснежные зимы эти животные страдают от недостатка пищи. В Красной книге Российской Федерации манул находится с 1995 года и имеет статус близкий к угрожаемому. Охота на манула запрещена. В неволе манулы довольно успешно размножаются, однако существует проблема высокого уровня смертности у детенышей манула от токсоплазмоза. Дикий кот манул слабо изучен ввиду скрытного образа жизни и мозаичности обитания, поэтому организация мероприятий по охране этого вида требует времени.